Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Понуждение к миру. Зачем уничтожается газодобыча Украины? До последнего времени газотранспортная система и инфраструктура незалежной была почти неприкосновенна. Но сразу после прекращения поставок ВСРФ перешли к методичному уничтожению добычи газа на Украине. ПХГ Украины почти полностью выведены из строя. Добыча газа рухнула на 40%. Какие альтернативы остаются у Украины, кроме возобновления транзита? Александр, вам слово. Да, ну я тут не соглашусь. Понятно, Максим в данном случае наших дорогих товарищей, которые нам вообще не товарищи, цитирует про методичное уничтожение и все такое прочее, про неприкосновенность. Ну да, 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 неприкосновенность, как, например, в январе 2024 года, 24 года удары были нанесены по крупнейшему газотранспортному узлу на западе Украины, где располагается в том числе и крупнейшее, в принципе, крупнейшее на Украине подземное хранилище газа, которое больше половины всех номинальных мощностей на себя берет. Там порядка, знаете, вот насколько помню, порядка 17 миллиардов кубических метров можно там хранить. Ну, понятно, хранят меньше, но мы про мощность подземного хранилища. Опять же, крупный газотранспортный узел означает, что газ можно перенаправлять не только с востока на запад, ну, тогда еще шли поставки, но можно направлять с севера на юг. То есть это крупный газотранспортный узел, обеспечивавший поставки газа внутри Украины. И сейчас, насколько я понимаю, прерывается именно эта возможность, то есть осуществление поставок газа внутри Украины. И цель, опять же, мне не докладывают, насколько я могу судить, исходя из накопленного к настоящему моменту опыта, исходя из той информации, которая есть в открытом доступе. Вот после вот этих всех оговорок я замечу, что, на мой взгляд, идет работа по тому, чтобы прекратить поставки газа внутри Украины, не для того, чтобы, в принципе, прекратить добычу, не для того, чтобы прекратить работу подземных хранилищ газа, а для того, чтобы снизить возможность перебрасывать объемы внутри Украины. Для чего это может быть сделано, опять же, мне не докладывают, я не возьмусь судить. Для этого есть у нас военные блогеры, которые много на эту тему размышляют. Вот наверняка один из них что-нибудь вам уже рассказал, а может быть даже несколько вам что-нибудь рассказали. Поэтому давайте, наверное, про циферки немножко поговорим. Украина, как вы, многие из вас, вот кто нас постоянно смотрит, кто не постоянно смотрит, дорогие друзья, ну так ли сложно? Подписаться, нажать там вот колокольчик, это если на YouTube, нажать на какие-то другие пиктограммы, если вы смотрите на других ресурсах. Просто подписка, колокольчики, лайки и все такое прочее. Мы будем благодарны, а вам это несложно сделать. Так вот, наши постоянные подписчики, я думаю, прекрасно уже помнят, что Украина последние пару лет, последние 3 года даже, потребляет примерно 20 миллиардов кубических метров. Именно пример, но даже можно сказать до 20 миллиардов кубов, потому что объемы потребления, скажем, в 2022-2023 годах были порядка 19,8 миллиарда кубических метров, при том, что собственная добыча, которую обещали нарастить, которую обещали увеличить, которую обещали вывести на показатели, обеспечивающие полную независимость Украины от внешних поставщиков, были меньше этого объема, порядка там 19,3-19,2 миллиардов кубических метров. То есть до 1 миллиарда кубических метров Украине надо импортировать. Но именно до 1 миллиарда, и если, опять же, провести несложные вычисления, если у вас потребление там 19,8 миллиардов кубов, а вы добыли 19,2 миллиарда кубов, то, значит, надо вам где-то 600 миллионов кубов импортировать. Но 2025 год нам показывает, что погодите, какие 600 миллиардов кубов за год? За прошедший с 1 января 2025 года период по 13 марта, это последний день, когда мы можем посмотреть статистику на момент записи этого видео, статистику европейскую, статистику, которая фиксируется НСОК, то есть это не мы вот тут вот сидели и там у кого-то интересовались, мы зашли на соответствующий сайт, любой желающий, кстати, может это сделать и ознакомиться с этой статистикой самостоятельно. Если исходить из нее, то Украина к настоящему моменту импортировала, если
немножко округлить, примерно 740 миллионов кубических метров с территории Европейского Союза. Это 4 страны, ну, точнее так, это 3,5 страны. Основные поставки идут с направления Венгрия, Словакия. Еще поставки идут из Польши. И чуть-чуть, совсем крохи газа идут со стороны, точнее, были поставлены со стороны Румынии. Опять же, там настолько незначительные объемы, что ими можно пренебречь. Вот. То есть вот эти примерно 740 миллионов кубов по тем оценкам, которые есть сейчас, пришли вот из этих 3, по большому счету, стран. Вот. Ну, я думаю, ни для кого не новость. Если это новость, то вы, значит, видимо, новости не читаете, что руководство Словакии сказало: вот, ребят, видите, а мы начали поставлять газ на Украину. Вот они нам палки в колеса ставили, а теперь они у нас и электричество покупают, и газовочку покупают. Вот интересно, смогут ли они опять на нас так же яростно выступать, как выступали до этого. Ну, я верю в людей, которые сидят в Киеве и делают вид, что они чем-то там руководят. Я думаю, они смогут даже в текущих обстоятельствах высказать свое громкое фе как руководству Словакии, так и руководству Венгрии. Да и, может быть, полякам тоже достанется, потому что, знаете ли, мало ли им доставалось за много-много лет независимости Украины. Вот. 740 миллионов кубических метров – это объем, который, покрывает, во-первых, объемы, которые надо было бы поднимать из подземных хранилищ, то есть если какие-то мощности, остающиеся в подземных хранилищах, вам становятся недоступны, то вам надо увеличивать импорт. Либо добычу, либо импорт. Добычу вы увеличить не можете, вы увеличиваете импорт для парирования рисков, возникающих в области газоснабжения потребителей внутри страны. Порядка 2/3 газа, порядка 60% газа, который потребляется на Украине, потребляются коммунально-бытовым сектором. То есть, если более широко сказать, потребляется населением, для нужд населения. И часть – это электрогенерация, это промышленность. Вот. Если мы посмотрим на эти показатели, то мы можем, в общем-то, прийти к следующему соображению. Точнее, даже так. Мы можем посмотреть теперь на добычу. Раз уж Максим предложил посмотреть на добычу, давайте на нее посмотрим. Добыча на Украине – это вещь вообще весьма специфическая, потому что номинально Украина среди европейских стран занимает чуть ли не 3-е место по запасам газа, и многие очень интересно подходят к этой статистике, то есть в зависимости от неких политических предпочтений, от той стороны, которую они сейчас так или иначе занимают в текущем конфликте, от той стороны, которую они занимали до 2022 года, эти люди интерпретировали происходящее следующим образом. Либо да, Украина сейчас может стать независимой. Видали, сколько газа в недрах. Мы сейчас нарастим добычу, и вот тогда-то мы запануем. Что характерно, руководство Украины, пожалуй, относилось именно к этой категории, потому что еще в 2016 году украинское руководство, немножечко отличавшееся тогда составом от нынешнего украинского руководства, заявило следующее, что, мол, ребята, к 2020 году наша государственная компания «Укргазвыдобывание» увеличит добычу на 5,5 миллиардов кубических метров с 14,5 миллиардов кубов до примерно 20 миллиардов кубов, а там еще и независимые игроки подтянутся, и все вместе мы будем добывать уже не 20 миллиардов кубов, на всех, и государственные и независимые компании, а 27, а то и 28 миллиардов кубов мы будем добывать, а потом еще немножечко, еще чуть-чуть, и мы станем совершенно независимыми. Разговоры об этом велись, на самом деле, о газовой независимости и до 2014 года, до 2016 года, до 2014 года, как некого этапного события. Мы сейчас, кстати, записываем это видео в день, когда проводился референдум в Республике Крым и городе федерального значения, теперь уже Севастополь. Так вот. Просто такое совпадение, почему я обращаю внимание на 2014 год. Вот, такого рода мысли озвучивали руководители Украины и до того, притом самые разные были, знаете, завихрения на этом газовом пути, но из относительно вменяемых заявлений. Относительно вменяемых заявлений. То есть оно не вообще вменяемое, а относительно вменяемое.
Это были заявления еще Януковича о том, что мы сейчас начнем тут сланцевый газ добывать. Ого! И году в 13-м, а то и в 14-м мы начнем добывать сланцевого газа столько, что нам и самим хватит. Мы экспортировать будем, и в производстве он будет $150, не больше. Как посчитал? Откуда взял? Да ниоткуда не взял, сам выдумал. Вот, понимаете, сам выдумал, сам озвучил. Это к вопросу о том, что некоторые политические лидеры могут что-нибудь сказать, потом люди такие: о, ну он же не мог просто так сказать. Ребят, вы говорите о стране, в которой на полном серьезе подписывали соглашение о строительстве СПГ-терминала с лыжным инструктором, решив, что это не лыжный инструктор, а руководитель испанской газовой компании. Вот, поэтому все нормально. $150 за 1000 кубов. К 2020 году мы будем практически независимыми по добыче газа. Будем вот 20 миллиардов кубов только наше Укргазводобывание будет добывать. Ну и как получилось? Получилось плохо. Вместо роста до 20 миллиардов кубов произошло снижение примерно до 13,5 миллиардов кубов. То есть вместо роста там на 5,5 миллиардов произошло снижение примерно на 1 миллиард кубов. Вот такая, понимаете ли, эффективная работа. Вот. А после 2022 года эту ситуацию, опять же, интерпретируют очень сильно по-разному. Некоторые говорят: вот видите, для чего американцы там? Это потому, что там куча всякого полезного. И уголь, по которому Украина стала еще году в 2012-м нетто-импортером, и который по себестоимости несколько уступает тому, что есть в других крупных странах, добывающих уголь. И вот газа у них сколько, видали, сколько у них этого газа? А металлов-то, ребята, лития-то у них сколько? Ну, опять же, если вы постоянно читаете какие-нибудь телеграм-каналы наших уважаемых военблогеров, я думаю, вы что-нибудь про украинский литий, про его огромные запасы вы там уже узнали. Вот, про эти запасы, я боюсь, больше никто в мире особо ничего не знает, кроме наших телеграм-каналов, и наших, и не наших телеграм-каналов. Ну, что делать? Вот, возможно, они правы, кто его знает. Может, я вот тут ошибаюсь и зря ерничаю. Ну так вот, люди говорят: о, видите, почему американцы? Другая сторона говорит: вот видите, зачем русские туда идут? Там же газа столько, что ой, там газа, что ай, ой, и если этот газ добавить к российскому, то будет о. Дорогие друзья, 20 миллиардов кубических метров, которые на Украине, в среднем добывались там, до 2022 года, это статистическая погрешность для российской газодобычи. То есть лучше добывать, конечно, 20 миллиардов кубов, чем не добывать 20 миллиардов кубов. Но какой-то необходимости, знаете, вот прям столь настойчиво добиваться вот этих запасов, это, мягко скажем, вот гораздо дешевле просто, знаете, обстроить Ямал весь, вот там все пробурить, и, знаете, там 2, 3, 4 Украины вот поместятся по запасам, так, скромно, на одном Ямале, где-то вот. Вот, а если еще на шельфе поискать, то, знаете, еще и Европейский Союз, вот весь с Норвегией куда-нибудь туда пойдет. Вот, опять же, я, понятно, несколько огрубляю и утрирую, но вот порядок величин он примерно таков. То есть Украина, которая в Европе занимает там чуть ли не 3-е место по запасам газа, в действительности не очень интересное место по газодобыче. То есть, с одной стороны, вроде как этого газа много, а с другой стороны, каких-то крупных месторождений, с простой геологией, с низкой себестоимостью потенциальной извлечения этого газа, хотя бы вот на устье скважины, если мы смотрим, все-таки транспортная составляющая на Украине относительно дешевая. Так вот, этого всего там нету. И, кстати, знаете, что подтверждает мои слова? Знаете что? Знаете? А много западных компаний ворвались на территорию Украины до 2014 года. А много ли западных компаний ворвались на территорию Украины после 2014 года, до 2022, и начали там что-нибудь добывать? Нет, если почитать новости того времени, то и одна компания заинтересована была, и другая компания была заинтересована, и вообще в очередь все выстроились, потому что это так перспективно, так интересно. Но за пределами новостей, к сожалению, или к счастью, движений особых не было. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Александра Фролова, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. И подпишитесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек». Вам не сложно, а мне приятно. На сегодня все. Всего хорошего.